Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин, и сегодня я вам покажу мою ежегодную заготовку помидор на зиму без консервации. Поделюсь несколькими полезными лайфхаками по заморозке и хранению в холодильнике заготовок. Приготовлю универсальный, простой и очень вкусный рецепт томатного соуса, который я заготавливаю большими объемами. Его можно морозить, хранить в холодильнике и по желанию даже консервировать. Такой соус подойдет как для заправки в борщ, пасты, спагетти и заправки любых каш, приготовления овощных блюд, фаршированного перца, голубцов, повсюду, где нужен томат или томатный соус. Но самое главное, это идеальный соус для любой пиццы, а пиццу мы готовим зимой очень часто. Начну из самого простого и максимально быстрого способа заготовки. Выбираем спелые мясистые помидоры, тщательно промываем под водой. Промыть. Нарезаем кусочками, чтобы поместились в блендер или в измельчитель. И взбиваем до однородной консистенции. Выливаем в силиконовую или металлическую форму и отправляем в морозилку. Можно большую такую. Теперь лайфхак с пакетиком. Если вам нужны помидоры кружочками, обычно таким способом замораживают помидоры для пиццы или яичницы. Удаляем ножом плодоножку и нарезаем кружочками. Нам понадобится один пакетик майка. Внутрь пакета выкладываем рядок помидор. Теперь выравниваем пакет и сверху на кружочки снова выкладываем рядок помидор. Накрываем пакетом и снова выкладываем ряд. И так загибаем пакетик, пока у нас не закончится место. Получается вот такая вот гармошка. Отправляем в морозилку и в конце покажу, что у нас получилось. Там очень-очень спелые. Прям аж вот мягенькие. Теперь приготовим ароматный томатный соус. Промываем помидоры и нарезаем небольшими кусочками, которые подходят для соковыжималки. Для сока подходят спелые сочные помидоры. Выдавливать через соковыжималку не обязательно, можно просто взбить блендером. Но так как я буду готовить соус в объеме и часть замораживать, а часть просто хранить в холодильнике, то лучше сделаю нежную консистенцию без кожуры и семечек. Еще хороший вариант, чтобы убрать кожуру и семечки без соковыжималки, взбить блендером и перетереть через сито. Либо сделать у плодоножки небольшие разрезы, опустить помидоры в кипящую воду на пару минут и снять кожуру с помидор, но останутся только семечки. А потом их взбить блендером. И так выдавливаем сок. Жмых в одну сторону, сок в другую, вся кухня в брызгах, я тоже, но упорно доделываю все до конца, потому что этот соус я очень люблю. Весь сок выдавили, теперь начинаем готовить соус. Такие вот приправки. Лучше всего этот соус сделать на сковороде или в сотейнике. Подойдет любая емкость, в которой жидкость выпаривается максимально быстро. Так, уже накрутила я помидорчики. Я приготовлю сразу 2 порции. Рецепт указан на 500 мл томатного сока. Буду мерить по Отмеряем пол-литра сока. Почти аккуратно. Блин, ну почему не получается красиво, как у всех? Сковороду и сотейник ставим на плиту и вливаем 1 столовую ложку растительного масла. Чуть-чуточку. В горячую сковороду вливаем томатный сок. Пол-литра. Значка. Выдавливаем 2-3 зубчика чеснока. Так.
Если нет свежего, можно заменить на сушеный, но вкус уже будет отличаться. В сотейнике я готовлю соус точно такой же пропорции на 500 мл сока. Но я вам покажу разницу, как выпаривается в сковородке и как выпаривается в сотейнике. Всыпаем 1 чайную ложку соли. Без горки. И 2 чайных ложки сахара. Теперь добавляем сушеные травы. 1 чайная ложка базилика. Ложка базилика. И сюда. Пол чайной ложки черного и душистого перца. Чуть-чуть не переборщите, будет сильно острый. Немножечко добавим. Еще нужно чайную ложку орегано, но у меня, к сожалению, не было. Перемешиваем и добавляем 1 чайную ложку 9% уксуса. Его можно заменить на лимонный сок или лимонную кислоту. Теперь варим приблизительно 8-10 минут. Таким образом мы выпариваем лишнюю жидкость из соуса. И второй точно. Можно варить и 20 минут до более густой консистенции, но за 10 минут сохраняется максимальное количество витаминов, и такая консистенция мне подходит на все блюда. Соус готов. В сотейнике, конечно же, более жидкий получился. Соус очень ароматный и вкусный. Замораживать будем в чем? Можно в силиконовой такой вот штучке, можно вот в такой, а можно просто в пакетике. В моей морозилке не так много места, то часть соуса я храню так. Стерилизую банки, наливаю туда кипящий соус, закрываю крышками и храню в холодильнике до 1 года. Вот эти штучки. Раз. 2. И вот эта штучка. 3. Так. Морозилка забитая, поэтому не все так идеально. Теперь давайте посмотрим, как у нас заморозились все заготовки. В кулечек и все. Можно хранить. С этих штучек. В силиконовых и железных формочках сок достается отлично. Можно сложить в пакеты и просто доставать вот такую вот порцию, например, для зажарки. А это уже замороженный лайфхак с пакетом. Способ оказался очень удачным, не нужно класть такие кружочки на досточку, замораживать, а потом перекладывать в пакет. Можно сразу сделать вот такие вот заготовки, сложить стопочку в морозилке и хранить сколько нужно. Потом точно так же удобно доставать и готовить любимые блюда. Можно еще замораживать таким способом, но мне этот способ не очень понравился. Сразу отделить сок от пакета не получится. Нужно только разморозить и потом уже выливать. Пасочки, которые с темной консистенцией, это соус, который мы готовили. А более светлые это томатный сок замороженный и просто взбитые помидоры в блендере. Обязательно жду от вас комментариев, какие у вас лайфхаки по заготовке помидор на зиму в холодильнике и в морозилке. Вот такой вот зимний наборчик у меня получился. Всем удачных заготовок, пользуйтесь лайфхаками, обязательно приготовьте и попробуйте соус. Всем спасибо и до новых встреч! Классный соус. Его можно есть ложкой.